Редкоземельные элементы, РЗ, это 17 элементов, от лантана до лютеция, лантаниды, а также итриискандий, которые имеют общие физические и химические свойства с лантанидами. РЗ привлекают все большее внимание ученых и средств массовой информации в связи с их широким применением в современных технологиях, а также в связи с монополией Китая на их производство и поставку. Учитывая, что один из самых важных геополитических вопросов 21 века касается направления развития отношений между США и Китаем, важно рассмотреть геополитические последствия монополии Китая на РЗ и то, что это означает для национальной безопасности США. В конечном итоге, США и их союзникам необходимо принять более серьезный геополитический подход к РЗ и найти альтернативные источники, чтобы уменьшить зависимость от Китая. Свойства и применение объем добычи РЗ увеличился с примерно 80 тысяч тонн в 1995 году до 214 тысяч тонн в 2019 году, что подчеркивает их важность для современного общества. РЗ обладают многими ценными свойствами, такими как высокая электропроводность и сильный магнетизм, что делает их необходимыми для низкоуглеродных технологий. Они используются для создания постоянных магнитов, применяемых в морских ветряных турбинах, и жизненно важны для создания батарей и двигателей электромобилей. Китай и США взяли на себя обязательство стать углеродно-нейтральными к 2060 и 2050 годам соответственно. По мере того, как в мире происходит переход к зеленой энергетике, растет глобальный спрос на редкоземельные металлы, что подчеркивает необходимость переоценки цепочки поставок и нынешней монополии Китая, особенно если США хотят достичь такой цели. Кроме того, РЗ имеют решающее значение для производства военных технологий. Полковник Чарльз Дж. Батлер в своей статье утверждает, что без них было бы трудно, если не невозможно, производить важнейшие компоненты американских систем вооружения. Например, ИТРИ и неодим необходимы для производства высокоточного оружия, лазеров, спутников и радарных систем. Монополия Китая мировые запасы РЗ оцениваются примерно в 120 миллионов метрических тонн, из которых Китай лидирует с запасами около 44 миллионов метрических тонн. Хотя запасы редкоземельных металлов есть и у других стран, Китай является ведущим производителем и экспортером РЗ. Как знаменито сказал предыдущий лидер Китая Дэн Сяопин, на Ближнем Востоке есть нефть, а в Китае – редкие земли. США были ведущим мировым производителем редких земель до середины 1980-х годов, когда монополия Китая развилась в связи с экономическим ростом, который потребовал увеличения предложения РЗ. Китай создал конкурентное преимущество за счет использования больших запасов, применения дешевой рабочей силы и низких экологических стандартов. Впоследствии шахта Маунтин-Пасс в Калифорнии, которая была крупнейшим в мире производителем РЗ, закрылась из-за невозможности конкурировать с такими стандартами. Сейчас рудник снова работает, но частично принадлежит китайской компании Shenk Resources, которая отправляет материал на переработку в Китай, что подчеркивает степень доминирования Китая. В 2010 году на долю Китая приходилось 97% мощностей по производству редкоземельных металлов. Хотя этот показатель снизился примерно до 58% из-за того, что страны начали диверсифицировать производство, а Китай занялся вопросами устойчивого развития, по некоторым ключевым тяжелым РЗ, таким как тербий и диспрозий, Китай владеет более 98% мировых запасов. Более того, они обладают монополией на процессы разделения РЗ и конечные стадии производства, в то время как в США нет перерабатывающих предприятий. Инцидент с Японией в 2010 году демонстрирует опасность зависимости от Китая и его готовность использовать РЗ в качестве геополитического рычага. Корабли береговой охраны Японии попытались предотвратить незаконный промысел Китая в японских водах вокруг островов Дёютай-Синаку в Восточно-Китайском море, протаранив китайское судно
и создав политическую напряженность между двумя странами. Этот территориальный кризис привел к тому, что Китай временно приостановил экспорт РЗ в Японию, и на той же неделе китайские чиновники объявили, что некоторые поставки РЗ также были приостановлены в США и Европу. Кроме того, когда администрация Трампа пригрозила сократить поставки процессинговых технологий китайской компании Huawei, в 2019 году Пекин пригрозил прекратить поставки РЗ в США. Эти события демонстрируют способность и готовность Китая использовать РЗ в качестве инструмента политического торга. Последствия для национальной безопасности США, как уже упоминалось ранее, РЗ необходимы для производства военных технологий, таких как высокоточные боеприпасы и системы связи. Такая система, как радарная система Aegis Spy-1, требует замены магнитов примерно каждые 30 лет, что подчеркивает важность постоянного и надежного доступа к РЗ. Тот факт, что системы вооружения зависят от РЗ, ставит США в значительно невыгодное положение перед Китаем в любом будущем конфликте, например, между США и их союзниками и Китаем из-за Тайваня и Южно-Китайского моря. В случае затяжного конфликта Соединенные Штаты могут оказаться в затруднительном положении в плане получения достаточных поставок редкоземельных металлов для производства запасных частей или систем, чтобы продолжать участвовать в боевых действиях. Несмотря на то, что на нескольких последних сессиях Конгресса были предложены законодательные акты, касающиеся надежного доступа к РЗ, лишь немногие из них вошли в законодательство, за исключением принятого в 2017 году закона 1407 Materials Essential to American Leadership and Security Act, который призывает к увеличению внутренних разработок. Однако это не является достаточно серьезным решением, и США должны применить более серьезный подход, чтобы предотвратить любые стратегические недостатки, которые они имеют в настоящее время, от влияния на их способность действовать в будущем конфликте. Решения для снижения зависимости от Китая существуют различные способы, с помощью которых США и другие западные страны могут уменьшить свою зависимость от Китая в отношении РЗ. США должны последовать примеру Японии, которая после территориального кризиса 2010 года начала инвестировать в процессы переработки, разрабатывать технологию извлечения РЗ из постоянных магнитов и инвестировать в глобальные проекты исследования в области РЗ, сократив поставки из Китая на 32% с 2010 года. Увеличение внутреннего производства – одно из важнейших решений. США содержат 1 500 000 метрических тонн запасов редкоземельных металлов, что означает, что у них есть возможность стать основным поставщиком. Однако создание проектов по добыче редкоземельных металлов за пределами Китая должно сопровождаться усилиями по развитию перерабатывающих мощностей и доступу к конечным продуктам в цепочке поставок. Хотя государственная поддержка начинает возрастать, как это видно из пакета Трампа, $800 миллионов на финансирование исследований в области редкоземельных металлов и заявление администрации Байдена о пересмотре цепочки поставок для защиты интересов США, необходимо сделать больше для увеличения надежного доступа к запасам редкоземельных металлов, и США должны официально взять на себя обязательства по принятию таких мер. В связи с прогнозируемым ростом населения планеты до 9 миллиардов человек к 2050 году и повышением температуры на планете, конкуренция за природные ресурсы растет экспоненциально, особенно за РЗ, которые считаются материалами будущего. Хотя с начала 2000-х годов монополия Китая уменьшилась, он по-прежнему имеет значительный перевес над мировым производством РЗ и возможность удерживать экспорт. США должны планировать стратегически, начав инвестировать больше государственных ресурсов в разработку и переработку РЗ, чтобы получить независимость от ресурсов. Это необходимо для перехода к низкоуглеродной экономике, а также потому, что отсутствие доступа к РЗ может привести к значительным неблагоприятным экономическим, военным и политическим последствиям для США и их союзников.
Следовательно, более ответственная государственная стратегия в отношении РЗ необходима для национальной безопасности США, поскольку безопасность стран все больше зависит от секьюритизации природных ресурсов.